Приветствую слушателей нашего курса. В этой лекции мы рассмотрим с вами не только алгебраические преобразования иррациональных выражений, но и элементы арифметики рациональных чисел. Как правило, школьники задаются вопросом, почему после рассмотрения арифметики рациональных чисел мы сразу переходим в алгебру и начинаем там рассматривать алгебраические преобразования рациональных выражений, вместо того, чтобы изучить арифметику иррациональных чисел. Дело в том, что для работы с иррациональными числами нам необходимы навыки, которые мы можем приобрести только в алгебре. Слово «рациональность» в переводе с латыни означает «неразумность». При этом в логике под рациональностью понимают все то, что находится за пределами разума, то есть противоречит логике. А в математике иррациональность означает свойство, связанное с невозможностью определения точного числового значения той или иной величины. Напомним, что рациональным называется число, которое можно представить в виде простой обыкновенной дроби, вида n, поделенное на m, где n целое число, а m натуральное число. При этом иррациональное число – это число, которое не может быть представлено в виде простой обыкновенной дроби. Как правило, говорят, что иррациональным числом является десятичная, бесконечная, непериодическая дробь. Ну а множество иррациональных чисел принято обозначать латинской буковкой I с особым начертанием. Считается, что первым, кто доказал существование рациональных чисел, был греческий математик Гиппас. И произошло это в 470 году до нашей эры. Легенда гласит, что сделал он это в морском походе, и за это открытие был выброшен своими соратниками за борт. Стоит отметить, что Гиппас и его соратники принадлежали к пифагорейской школе. А в этой школе считалось, что всю Вселенную можно описать с помощью целых чисел или отношений целых чисел. Но Гиппас, открыв иррациональные числа, разрушил эту концепцию. Несмотря на то, что в трудах Евклида иррациональные числа фигурировали наравне с рациональными, окончательное завершение теории иррациональных чисел получило только в конце XIX века. В математике рациональные числа принято делить на два вида. Алгебраические числа – это иррациональные числа, которые получают в результате решения алгебраических уравнений. Однако важно отметить, что часть алгебраических чисел является также рациональной. То есть не все алгебраические числа являются строго иррациональными. Второй вид чисел – это трансцендентные числа. Это строго иррациональные числа, которые не являются решениями алгебраических уравнений. Например, отношение длины окружности к диаметру. В рамках школьной программы мы обычно сталкиваемся с рациональными числами при решении алгебраических уравнений, в тригонометрии, а также в геометрии, когда возникает необходимость вычисления корней. Например, корня из 2, корня из 3 или кубического корня из 2, корня четвертой степени из 5 и так далее. Поэтому в нашей лекции при изучении рациональных чисел основной акцент мы будем делать на корнях. И начнем с определения корня. Корнем n-ной степени из числа a является такое число b, n-ная степень которого равна числу a. При этом n называется показателем корня. Это натуральное число, которое всегда больше или равно 2. При этом если n равно 2, то оно не записывается в показателе корня. А корень такой называется квадратом. А принято называть подкоренным числом или подкоренным выражением. А вот b – это корень. Знак, которым мы обозначаем корень, принято называть радикалом. Разберем на примере определения корня. Нам требуется найти значение кубического корня из минус 64. И вопрос в данном случае звучит так. Какое число в кубе будет равно минус 64? Ответ минус 4. Так как минус 4 умноженное трижды само на себя будет давать результат, равный минус 64. Еще один пример. Вычислим квадратный корень из минус 16. И вопрос данной задачи. Какое число в квадрате будет равно минус 16? А вот тут у нас возникают сложности. Дело в том, что на множестве вещественных чисел мы не сможем найти такого числа. Например, 4 жды 4 – это 16. А минус 4 умноженное на минус 4 также дает нам результат равный 16. То есть любое вещественное число в квадрате, а в общем случае в четной степени, всегда является неотрицательным числом. Естественный вопрос, который может в данном случае возникнуть. А существуют ли вообще такие числа, которые при возведении в четную степень могут быть отрицательными? Ответ – да, такие числа существуют. И это множество чисел принято называть множеством комплексных чисел. На этом множестве задается мнимая единица, которую принято обозначать малой латинской буковкой I. Она такова, что выполняется равенство I в квадрате равно минус единице. Если мы вернемся к нашей задаче, то, например, 4i, возведенное в квадрат, будет давать нам ровно минус 16.
Таким образом, квадратный корень из минус 16 будет равен 4i. Но в рамках основной школьной программы мы не рассматриваем с вами множество комплексных чисел. В лучшем случае множество комплексных чисел вы рассматриваете на факультативах. Как правило, это происходит вообще в рамках математического анализа уже в университете. Кстати, вернемся к одному из важных моментов в прошлой лекции. Мы утверждали, что на множестве вещественных чисел сумма квадратов не может быть разложена на множители. Но при этом на множестве комплексных чисел сумму квадратов можно разложить на множители. Например, если у нас есть квадратный трехчлен вида x квадрат плюс 8x плюс 20, то мы можем легко разложить его, используя методику выделения полных квадратов. Представим 20 в виде суммы 16 плюс 4. Тогда первые три слагаемые дают нам формулу квадрат суммы, и мы получаем выражение x плюс 4 в квадрате плюс 2 в квадрате. То есть имеем сумму квадратов. Теперь давайте превратим сумму квадратов в разность квадратов, используя комплексные числа. Представим четверку не как 2 в квадрате, а как 2i в квадрате. В этом случае 2 в квадрате можно записать как минус в скобках 2i, возведенное в квадрат. Дело в том, что 2i в квадрате это минус 4 умноженное на i в квадрате. А по определению комплексного числа i в квадрате это минус единица. Следовательно, результат, который мы получаем, это 4. Используя это свойство, мы превращаем сумму квадратов в разность квадратов. Это x плюс 4 в квадрате минус 2i в квадрате. Раскрыв формулу разность квадратов, получим разложение на множитель. X плюс 4 минус 2i и x плюс 4 плюс 2i. Как видно, мы не сделали ничего очень сложного. Но ввиду того, что мы не используем комплексные числа в школе, мы не раскладываем на множители сумму квадратов. Именно ввиду того, что мы будем с вами использовать только вещественные числа, нам необходимо ввести еще одно важное понятие. Это понятие арифметического корня. Дело в том, что данный корень однозначно определен на множестве вещественных чисел и обладает целым рядом важных свойств. Как вы уже, наверное, догадались, арифметический корень зависит от четности или нечетности показателя корня и выражен в виде следующих формул. Корень нечетной степени из а в нечетной степени будет равно самому числу а корень четной степени из числа, возведенного в четную степень, будет равен модулю а. Обратите внимание, как только вы будете видеть показатели корней 2k плюс 1 или 2k, речь всегда будет идти именно об арифметическом корне. Теперь разберемся с тем, что означают эти формулы. В первом случае, если показатель корня нечетное число, то под таким корнем может располагаться как положительное, так и отрицательное число. Более того, сам корень нечетной степени может быть тоже как положительным, так и отрицательным. Ну а вот во втором случае, если показатель корня четное число, под корнем четной степени не может находиться отрицательное число, и сам корень четной степени не может являться отрицательным числом. Рассмотрим несколько примеров. Например, квадратный корень из 2 в квадрате будет равен модулю 2, а модуль 2 равен 2. При этом, если мы находим квадратный корень из минус 2 в квадрате, то результат это модуль минус 2. Обратите внимание, ответ будет тоже 2, так как модуль это абсолютное значение числа. При этом в двух следующих примерах вы видите, что если показатель корня нечетное число, то результатом может быть как положительное, так и отрицательное число. Учитывая эти свойства, давайте разберем еще одну очень важную формулу, которая представляет из себя равенство двух арифметических корней. Для большинства школьников данное равенство является справедливым. Однако, если мы имеем дело с арифметическими корнями, то это не совсем так. Если речь будет идти о нечетных показателях корня и степени, то равенство будет справедливым. Например, если кубический корень из минус 2 возвести в куб, то это означает, что кубические корни перемножаются трижды сами на себя. Если мы внесем это произведение под единый корень, то получим результат кубический корень из минус 2 в кубе. Но если речь будет идти о четных показателях корня и степень, то равенство не будет справедливым. Например, выражение квадратный корень из минус 2, возведенное в квадрат, равно модулю минус 2, то есть равно 2. А вот выражение корень квадратный из минус 2, возведенное в квадрат, в принципе не имеет смысла на множестве вещественных чисел. Но данную проблему можно решить. Для этого нужно просто оговорить, что а должно быть больше либо равно нулю. И в этом случае данная формула становится справедливой. Когда речь идет об извлечении корней, то наша задача сводится к поиску точных степеней. А именно, при извлечении квадратных корней нам необходимо искать точные квадраты чисел. При извлечении кубических корней – точные кубы и так далее. Например, корень из 4 равен 2, потому что 2 в квадрате равно 4.
Квадратный корень из 25 равен 5, потому что 5 в квадрате дают 25. Например, кубический корень из 27 равен 3, потому что именно тройка в кубе дает нам 27. Все перечисленные корни являются рациональными числами. При этом мы утверждаем, что, например, квадратный корень из 2 или квадратный корень из 3 – это числа иррациональны. Давайте рассмотрим несколько доказательств иррациональности наиболее популярных корней. Прежде чем мы перейдем к доказательству, собственно, иррациональности некоторых корней, давайте опробируем тот метод, который мы предлагаем, на рациональном числе, например, на корне из 4. И начинаем мы с предположения, что корень из 4 – это число рациональное, а следовательно его можно представить в виде простой обыкновенной дроби. То есть корень из 4 равен n, поделенное на m, где n – целое число, m – натуральное. При этом очень важным является то, что данная дробь является несократимой. То есть n и m взаимно простые числа. Иначе говоря, это числа, которые не делятся ни на что, кроме единицы. Теперь представим эту запись следующим образом. Это m корней из 4 равно n. Возведем обе части равенства в квадрат. Получим 4m квадрат равно n в квадрате. Видно, что выражение слева делится на 2. Следовательно, и выражение справа также должно делиться на 2. В таком случае представим n как 2k. Произведем замену и возведем 2k в квадрат. Получим 4k в квадрате. Сократив четверки, мы видим, что m должно быть равно k. Так как n и m взаимно простые числа, то k мы можем выбрать равным только единице. В этом случае у нас получается, что m равно 1, а n равно 2. Ну и результат извлечения корня из 4 равен 2. Таким образом мы убедились, что корень из 4 действительно рациональное число, и оно равно 2. Но более важным для нас является то, что мы познакомились с вами с методом, с помощью которого мы будем доказывать иррациональность других корней. Итак, начнем с предположения, что корень из 2 – это число рациональное. Следовательно, его также можно представить в виде простой обыкновенной дроби n, поделенное на m. Еще раз напомню, что n, поделенное на m – это несократимая дробь, то есть числа n и m взаимно простые. Представив эту запись в виде m корней из 2 равно n, возведем обе части в квадрат и получим 2m в квадрате равно n квадрат. Видно, что число, находящееся слева, четное, следовательно, и число, находящееся справа, также должно быть четным. Поэтому произведем замену. Вместо n подставим 2k. Возведем 2k в квадрат и получим выражение 2m в квадрате равно 4k квадрат. Поделим обе части выражения на 2. Получим, что m в квадрате равно 2k квадрат. Отсюда следует, что m также должно делиться на 2. Таким образом, мы получаем ситуацию, когда и числитель, и знаменатель дроби должны одновременно делиться на 2. Но это противоречит первоначальному утверждению о том, что дробь является несократимой. Полученное противоречие позволяет нам утверждать, что корень из 2 не является рациональным числом. То есть, это иррациональное число. Рассмотрим пример доказательства иррациональности корня из 3. Начинаем мы также с предположения о том, что корень из 3 – рациональное число, которое можно представить в виде несократимой простой обыкновенной дроби n, поделенное на m. После преобразования и возведения в квадрат мы получаем выражение 3m в квадрате равно n квадрат. Видно, что выражение слева делится на 3, следовательно, и выражение справа также должно делиться на 3. В таком случае мы можем представить n как 3k, произведя замену и возведя в квадрат 3k, получим 3m в квадрате равно 9k квадрат. Поделим обе части равенства на 3. Получим выражение m квадрат равно 3k квадрат. В данном случае тоже видно, что правая часть делится на 3. Следовательно, и левая часть также должна делиться на 3. Таким образом, мы получили ситуацию, когда и числитель, и знаменатель дроби одновременно должны делиться на 3. Но это противоречит первоначальному утверждению о том, что дробь является несократимой. Данное противоречие означает, что корень из 3 является иррациональным числом. Данную методику мы можем использовать для доказательства иррациональности и других корней в том числе. В данном разделе мы рассмотрим очень важное понятие – понятие цепных дробей. Дроби, которые представимы в виде многоэтажных дробей следующего вида, принято называть цепными. Иногда их также называют непрерывными. Первый элемент этой дроби называется целой частью, и это всегда целое число, то есть оно может быть как положительным, так и отрицательным. И в квадратных скобках оно отделяется от всех остальных точкой с запятой. Остальные элементы цепной дроби являются натуральными числами и располагаются после точки с запятой и отделяются друг от друга запятыми.
Основное, но естественно не единственное назначение цепных дробей состоит в том, что с помощью них мы можем находить приближение вещественных чисел с помощью обыкновенных дробей. Давайте рассмотрим формулу, с помощью которой мы можем найти каждый элемент непрерывной дроби. Любое вещественное число может быть представлено в виде конечной или бесконечной, периодической или непериодической цепной дроби. При этом нулевой элемент будет являться целой частью от x. В качестве x нулевого мы обозначаем разность между исходным числом и его целой частью. А далее мы можем находить каждый следующий элемент непрерывной дроби по указанным формулам. При этом нужно обратить внимание, что в квадратных скобках обозначают целую часть числа. Для рационального числа это разложение оборвется при достижении нулевого значения xn для некоторого значения n. При этом число будет представлено в виде конечной цепной дроби. То есть любое рациональное число можно представить в виде конечной цепной дроби. А вот для любого иррационального числа найти xn равное нулю будет невозможно. Поэтому разложение иррационального числа в цепную дробь всегда процесс бесконечный. При этом теорема Лагранжа утверждает, что число представляется в виде бесконечной периодической цепной дроби тогда и только тогда, когда оно является иррациональным решением квадратного уравнения с целыми коэффициентами. В данном случае речь будет идти о квадратных корнях из рациональных чисел, которые являются положительными. Для начала рассмотрим представление рациональных чисел в виде цепных дробей, а затем перейдем к рассмотрению представления иррациональных чисел в виде бесконечных цепных дробей. Важно при этом помнить, что при обращении обыкновенной дроби ее числитель и знаменатель меняются местами. И тогда в общем случае мы будем получать следующее выражение. Дробь АБ может быть представлена в виде единица, поделенная на дробь БА. Теперь представим дробь 2 девятых в виде цепной дроби. Для этого запишем 2 девятых в виде единицы, поделенной на обратную дробь. То есть единица, поделенная на 9 вторых. Теперь в знаменателе выделим целую часть. И мы получаем с вами цепную дробь. Единица поделенная. И в знаменателе записывается 4 плюс 1 вторая. Целая часть в данном случае равна нулю. В квадратных скобках мы 0 отделяем точкой с запятой. А далее записываем первый и второй элементы цепной дроби. Это четверка и двойка. Обратите внимание, числители обыкновенных дробей должны быть равны единице. Еще одна дробь. 49 одиннадцатых. В данном случае нам необходимо выделить сначала целую часть. Это будет 4 целых плюс 5 одиннадцатых. Теперь обратим дробь 5 одиннадцатых. Получим единицу, поделенную на 11 пятых. Выделив целую часть, получаем 2 целых плюс 1 пятая. Таким образом, цепная дробь представлена в виде трех чисел. 4 это целая часть, 2 и 5 это первый и второй элементы цепной дроби. И вот теперь мы перейдем к рассмотрению иррациональных чисел, которые можно представить в виде цепных дробей. Важно помнить, что квадратные корни из положительных рациональных чисел всегда будут представлены в виде бесконечных периодических цепных дробей. Именно периодических в силу теоремы Лагранжа. Рассмотрим методику, с помощью которой мы будем раскладывать рациональные числа в цепные дроби. Итак, любое вещественное число может быть представлено в виде цепной дроби. При этом а нулевое это целая часть, а x нулевое это разность между исходным числом и его целой частью. Для всех последующих элементов, начиная с первого, действует одна и та же формула. Каждый из них равен целой части от дроби единицы, поделенной на x нулевое. Если в какой-то момент элементы от первого до n превращаются в 0, то процедура разложения заканчивается. Но мы помним с вами, что для иррациональных чисел эта процедура бесконечна. Представим корень из 2 в виде цепной дроби. На первом шаге определим целую часть корня из 2. Вначале определим интервал, в котором находится значение корня из 2. Корень из 2 больше, чем корень из единицы, но меньше, чем корень из 4. Следовательно, значение корня из 2 находится между единицей и двойкой. В этом случае целая часть корня из 2 будет равна единице. Тогда в соответствии с формулой x нулевое это корень из 2 минус 1. На втором шаге определим первый элемент нашей цепной дроби. Для этого найдем целую часть от дроби единица, поделенная на x нулевое. В нашем случае это единица, поделенная на корень из 2 минус 1. Это выражение можно упростить. Для этого умножим числитель и знаменатель дроби на сопряженное выражение. То есть на такое выражение, которое дало бы нам возможность использовать формулу разность квадратов в знаменателе. В данном случае мы будем умножать на корень из 2 плюс 1. В этом случае, как и ожидалось, знаменатель это разность квадратов. Корень из 2 в квадрате минус 1 в квадрате. Результатом является единица, и, следовательно, первоначальная дробь превращается в выражение корень из 2 плюс 1. Теперь определим целую часть корня из 2 плюс 1.
Мы знаем, что целая часть корня из 2 равна единице. Если мы добавим сюда еще одну единицу, то целая часть будет равна 2. Но для определения x1 необходимо из корня из 2 плюс 1 вычесть полученную целую часть, то есть двойку. И мы получаем выражение корень из 2 минус 1. И вот тут важно заметить, что x1 совпало с x0. А это означает, что если мы будем проделывать те же самые операции, то будем получать одинаковые значения для элементов от a1 до a бесконечность. Таким образом, цепная дробь будет представлена следующим видом. Целая часть равна единице, а все элементы, начиная с первого, будут равны 2. Как видно, мы получили с вами периодическую цепную дробь. Используя данную цепную дробь, мы можем найти различного рода приближения корня из 2 с помощью обыкновенных дробей. Возьмем первое приближение, то есть целая часть равна единице, а первый элемент равен 2. В этом случае дробь будет представлена в виде 1 плюс 1 вторая. Это 3 вторых. Как вы видите, это достаточно грубое приближение. Однако оно дает некоторое представление о том, чему может быть равен корень из 2. Во втором приближении возьмем два элемента а1 и а2. И тогда цепная дробь будет представлена в виде единица плюс дробь, в знаменателе которой 2 плюс 1 вторая. Переведя двойку и 1 вторую к общему знаменателю, получим результат 5 вторых. Единица, поделенная на 5 вторых, дает нам результат 2 пятых. В данном случае корень из 2 представлен в виде обыкновенной дроби 7 пятых, а это 1,4. В данном случае мы можем говорить, что полученная дробь позволяет нам найти число с точностью до десятых. Третье приближение. Мы берем с вами 3 элемента в дробной части. После первого преобразования получаем знаменатель 2 плюс дробь единица, поделенная на 5 вторых. Обратив дробь 5 вторых, получаем 2 плюс 2 пятых, и это будет 12 пятых. После обращения получаем единицу плюс 5 двенадцатых, а это дробь 17 двенадцатых. И приблизительно десятичная дробь это 1,41. То есть в третьем приближении нам удалось с вами достигнуть точности до сотых. Понятно, что чем больше элементов цепной дроби мы будем с вами использовать, тем точнее будет значение корня из 2. Однако, так как цепная дробь бесконечна, то и приближение к истинному значению корня из 2 также будет бесконечным. Перейдем к следующему примеру. Представим корень из 3 в виде периодической цепной дроби. Определим нулевой элемент. Корень из 3 также принадлежит интервалам от единицы до 2. Следовательно, целая часть равна 1. В таком случае x0 будет определяться как корень из 3 минус 1. Второй шаг. Определим первый элемент. Для этого единицу нужно поделить на корень из 3 минус 1. Прежде чем перейдем к нахождению целой части, давайте преобразуем эту дробь, умножив числитель и знаменатель этой дроби на корень из 3 плюс 1. В знаменателе мы получаем разность квадратов, и тогда исходная дробь представима в виде корень из 3 плюс 1, поделенная на 2. Теперь перейдем к определению значения первого элемента. Это целая часть от данной дроби. Мы знаем с вами, что целая часть от корня из 3 равна единице. 1 плюс 1 дает нам двойку. Если 2 поделить на 2, то видно, что целая часть будет равна единице. Для определения x1 нам необходимо из полученной дроби корень из 3 плюс 1 пополам вычесть данную единицу. И мы получим дробь корень из 3 минус 1 пополам. Видно, что x1 не совпало с x0, поэтому процедуру разложения нужно продолжить. Определим второй элемент. Это целая часть от дроби обратной к x1. Как в предыдущем случае, домножим числитель и знаменатель на корень из 3 плюс 1. После преобразования получаем корень из 3 плюс 1. Теперь появляется возможность определить целую часть данного числа. Целая часть корня из 3 равна единице. 1 плюс 1 дает нам двойку. Переходим к определению x2. Для этого дробь 2 поделенная на корень из 3 минус 1 представим как корень из 3 плюс 1. Вычтем двойку и получаем корень из 3 минус 1. То есть мы получили с вами, что x2 равно x0. Следовательно, при следующем шаге мы будем получать а3 равно единице, а4 равно 2 и так далее. Таким образом, корень из 3 представим в виде цепной периодической дроби, целая часть которой равна единице, а в дробной части повторяются 1 и 2. Рассмотрим несколько приближений корня из 3 с помощью цепных дробей. В качестве первого приближения возьмем только один период. Целая часть равна единице, а дробные элементы равны единице и двойке. Мы получаем дробь единица, поделенная на 1 плюс 1 вторая. Единица плюс 1 вторая это 3 вторых. После обращения мы получаем единицу плюс 2 третьих, то есть дробь 5 третьих. И это приблизительно 1,67. Как вы понимаете, это тоже достаточно грубое приближение корня из 3. Во втором приближении рассмотрим два периода.
1 плюс 1 вторая дает нам 3 вторых. После обращения мы получаем 2 плюс 2 третьих. 2 плюс 2 третьих дает нам 8 третьих. После обращения дроби мы получаем единицу плюс 3 восьмых. Это в свою очередь дает 11 восьмых. После обращения мы получаем единица плюс обыкновенная дробь 8 одиннадцатых. То есть результат 19 одиннадцатых. И это примерно 1,73. Таким образом, второе приближение дает нам результат уже с точностью до сотых, что является вполне приемлемым в большинстве случаев. Важно отметить, что с помощью этого метода мы можем с вами находить цепные дроби не только для квадратных корней, но и для корней других показателей степеней. В заключение данного раздела приведем приближение для наиболее часто использующихся трансцендентных чисел, таких как π и экспонента. Наиболее часто в практике мы используем представление π в виде обыкновенной дроби 22 седьмых, а вот экспонент очень легко представлять в виде 19 седьмых. В данном разделе мы рассмотрим не только извлечение корней, результатом которых будут рациональные числа, но и методы, с помощью которых мы будем находить приближенные значения для корней. При этом, так как в школьной программе в 90% случаев нам приходится работать именно с квадратными корнями, в данном случае мы будем рассматривать только методы извлечения квадратных корней. Обратите внимание, в данном разделе мы будем рассматривать только арифметические методы извлечения квадратных корней. Начнем с метода сложения нечетных чисел. Для квадратов чисел известно следующее равенство. Обратите внимание, что каждый точный квадрат представлен в виде суммы нечетных чисел, идущих до него. Например, четверка это 1 плюс 3, девятка это 1 плюс 3 плюс 5, 16 это 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 и так далее. Таким образом, для нахождения целой части квадратного корня необходимо, вычитая из данного числа все нечетные числа по порядку, подсчитать количество таких вычитаний. Например, нам необходимо вычислить корень из 25. Первое вычитание. Вычтем сначала единицу, получим 24. Затем вычитаем тройку, получаем 21. После вычитания 5 получаем 16. Вычитая 7 остается 9. Вычитая 9 получаем 0. Видно, что мы выполнили 5 действий. Следовательно, 25 можно представить как 5 в квадрате. Данный метод достаточно прост, но он очень неэффективен, когда речь будет идти о нахождении точных квадратов для двухзначных чисел. Поэтому для вычисления точных квадратов двухзначных чисел рассмотрим еще один метод. Первое, с чем необходимо разобраться, это закономерности повторения последних цифр при возведении чисел от 0 до 9 в квадрат. Если некоторое число оканчивается на 0, то его квадрат будет заканчиваться двумя нулями. Если число заканчивается на 1 или на 9, то в конце этого числа будет обязательно единица. Если число заканчивается на 2 или на 8, то квадраты этих чисел будут заканчиваться на 4. Если число заканчивается на 3 или 7, то квадрат этого числа будет заканчиваться на 9. Если число заканчивается на 4 или 6, то квадрат данного числа будет заканчиваться на шестерку. Ну и последнее. Если число заканчивается на 5, то его квадрат обязательно будет заканчиваться на 25. Теперь перейдем к рассмотрению самого метода, в котором мы будем использовать данные свойства. Нам необходимо вычислить точное значение корня из 5329. Первый шаг. Нам необходимо определить интервал, в котором может находиться точный квадрат данного числа. Для этого найдем два условно простых квадрата, близких к 5329. Речь в данном случае идет о таких числах, как 70 в квадрате и 80 в квадрате. Найти квадрат этих чисел достаточно просто. 70 в квадрате – это 7 в квадрате 49, и 0, возведенный в квадрат, дает нам в конце 2 нуля. То есть мы получаем число 4900. Аналогично 80 в квадрате – это 64 и 2 нуля в конце, то есть 6400. Исходное число находится в интервале от 70 до 80. Следовательно, первая цифра нашего искомого числа – это 7. А вот для определения второй цифры обратим внимание на последнюю цифру исходного числа, а оно заканчивалось на 9. Следовательно, последняя цифра – это либо 3, либо 7. То есть в нашем случае есть два кандидата на точный квадрат. Это либо число 73, либо число 77. Так как наше число ближе к 4900, чем к 6400, то мы остановим свой выбор на тройке. То есть наш предварительный ответ – это число 73 в квадрате. Далее нам необходимо проверить наш выбор. Для этого возведем 73 в квадрат. Для этого представим его как 70 плюс 3. Мы имеем с вами формулу квадрат суммы, а это квадрат первого плюс удвоенное произведение плюс квадрат второго.
70 в квадрате это 4900, удвоенное произведение это 420, а квадрат второго равен 9. Ну и результат 5329. Для извлечения корней мы также можем использовать цепные дроби. Но наиболее простым вариантом использования цепных дробей является формула Бомбеля. Эту методику иногда называют вавилонским методом. Для нахождения приближенного значения нам необходимо для начала представить число x в виде суммы a квадрат плюс b, где a в квадрате это ближайший к числу x точный квадрат натурального числа, не превосходящий его, а b это разность числа x и точного квадрата. Рассмотрим два примера. Нам необходимо вычислить приближенное значение корня из 1234. Точный квадрат, не превосходящий числа 1234, это 35 в квадрате, то есть число 1225. В таком случае наше исходное число можно представить в виде суммы 35 в квадрате плюс 9. В первом приближении мы получаем дробь 35 целых плюс 9 поделенное на 2 умноженное на 35. А это 35,9. В этом случае наш результат 35,128 тысячных. Как видно, данное значение до тысячных совпадает с реальным значением числа. Однако это характерно только для больших чисел. Но чем числа меньше, тем больше итераций необходимо использовать для повышения точности. Перейдем к следующему примеру. Нам необходимо вычислить приближенное значение корня из 5. Наиболее близким квадратом для числа 5 является 2 в квадрате, то есть четверка. Тогда по формуле мы получаем, что 5 это 4 плюс 1. И целая часть у нас равна 2. А вот далее все зависит от того, какое количество дробей мы будем с вами использовать. В первом приближении мы получим с вами 2 целых плюс единица, поделенная на дважды 2. То есть результат это 2,25. При первом шаге мы имеем точность до десятых. Посмотрим, как изменится точность на втором шаге. На втором шаге мы получаем с вами трехэтажную дробь. Единица, поделенная на дважды 2, плюс единица, поделенная на дважды 2. То есть это 4 плюс 1 четвертая. Результатом будет дробь 17 четвертых. Обратив ее, мы получаем итоговый ответ 2,4. Это примерно 2,2353 десятитысячных. И в данном случае мы получаем с вами точность до сотых. Рассмотрим еще одно приближение, на котором наша дробь будет четырехэтажной. После выполнения всех действий мы получаем дробь 2,1772. А это примерно 2,2361 десятитысячная. Как вы видите, в этом случае мы достигаем точности до тысячных. Таким образом, мы можем вычислять с необходимой точностью значение квадратных корней. Таким образом, с использованием данной формулы мы можем вычислять приближенное значение квадратных корней с заданной точностью. Данный раздел посвящен свойствам степеней с рациональным и иррациональным показателями степеней. Начнем мы с рационального показателя степени. Прежде всего разберем особенности рациональных показателей степеней, а именно а в степени n поделенное на m, где числитель дроби это целое число, а знаменатель этой дроби натуральное число. Например, x равно 5 в степени 3 четвертых. Мы можем возвести с вами обе части равенства в четвертую степень. Тогда получим слева x в четвертой, а справа 5 в третьей степени. Далее, используя определение корня, мы можем записать, что x будет равно корень четвертой степени из 5 в кубе. Следовательно, вывод, который можно сделать, это то, что а в степени n поделенное на m есть корень m-ной степени из а в степени n. Но не все так просто. Дело в том, что любое рациональное число представимо в виде обыкновенной дроби. А основное свойство обыкновенной дроби заключается в том, что числитель и знаменатель дроби можно умножать на одно и то же неравное нулю число. Рассмотрим пример. Минус 8, возведенное в степень 1/3. Мы можем представить это в виде кубического корня из минус 8. Мы знаем, что минус 2 в кубе будет равно минус 8. Следовательно, результат в данном случае это минус 2. Но дробь 1/3 может быть представлена как 2 шестых, 3 девятых, 4 двенадцатых и так далее. Давайте рассмотрим один из вариантов. То есть минус 8 в степени 1/3 должно быть равно минус 8 в степени 2 шестых. И вот тут мы получаем с вами две проблемы. Первая проблема. Дробь 2 шестых можно представить в виде двойки, умноженной на 1 шестую. Это означает, что минус 8 нужно возвести в квадрат, а затем полученный результат возвести в степень 1 шестую. А показатель степени 1 шестая это корень шестой степени из 64 и результат 2. То есть результат не совпадает.
В первом случае был результат минус 2, во втором случае 2. Вторая проблема. До этого мы представили 2 шестых как 2 умноженное на 1 шестую. Однако ввиду коммутативного закона арифметики мы можем представить 2 шестых как 1 шестую умноженную на 2. И тогда мы получаем результат корень шестой степени из минус 8 и все это возведенное в квадрат. То есть мы получаем ситуацию, когда на множестве вещественных чисел данное выражение мы вообще не можем вычислить. Мы получили с вами неоднозначный результат, а это означает, что нужно найти способ, как разрешить эту проблему. И решение данной проблемы очень просто. Все, что нам необходимо сделать, это договориться о том, что основаниями рациональных степеней не могут быть отрицательные числа. При этом 0 также нежелательно выбирать в качестве основания, так как при отрицательных показателях степеней мы будем получать деление на 0. Таким образом, если наши основания будут строго больше нуля, то мы можем с вами утверждать, что все свойства, которые мы ранее выводили для целых показателей степеней, также будут применимы и для рациональных показателей степеней. В данном случае мы указали те же самые 8 свойств, но при этом оговариваем, что основания этих степеней строго больше нуля. При этом данные 8 свойств мы можем дополнить еще одним. И оно также имеет место быть только при а больше нуля. Рассмотрим несколько примеров, в которых используются эти свойства. Нам необходимо вычислить значение выражения 2 в степени 1/3 плюс 4 в степени 1/3. Так как показатели степеней одинаковы, то можно перемножить основания. 2 × 4 это 8. Восьмерку можно представить как 2 в кубе. При возведении степень в степень показатели степеней перемножают. 3 умноженное на 1/3 это единица. И значит результат это 2. В следующем примере а в степени 1/3 умножено на а в степени 2/3. Так как основания одинаковые, то показатели степени при умножении можно сложить. 1/3 плюс 2/3 это единица. И следовательно ответ а. Так как в данном разделе мы рассматриваем с вами множество иррациональных чисел, то естественный вопрос, который может возникнуть. А могут ли использоваться иррациональные показатели степеней? Ответ да, но доказательство этого нетривиально и рассматривается в математическом анализе. В основе лежит концепция представления иррационального числа в виде цепной дроби. Но так как иррациональные числа представляются в виде бесконечных цепных дробей, то используется особый инструмент математического анализа, называемый предел. Именно с помощью этого инструмента удается доказать, что все ранее рассмотренные свойства также можно использовать и для иррациональных показателей степеней. Ну и рассмотрим один пример с иррациональными показателями степеней. В данном случае основания одинаковы, поэтому при делении показатели степеней вычитаются. При вычитании корни из 3 сократятся, и результатом будет а в 3 степени. В последнем разделе данной видеолекции мы рассмотрим еще несколько примеров, где будут использоваться иррациональные показатели степеней. В данном разделе мы рассмотрим с вами свойства арифметических корней, в том числе используя свойства степеней с рациональным показателем. Однако начнем с тех свойств, которые мы уже рассмотрели ранее. Корень четной степени из числа, возведенного в четную степень, равен модулю данного числа. Например, корень квадратный из 2 в квадрате – это модуль 2 и это 2. Корень шестой степени из минус 12 в шестой степени – это модуль минус 12, а следовательно результат 12. Корень квадратный из х минус 2 в квадрате также будет равен модулю х минус 2. А вот сам модуль при различных значениях х может раскрываться по-разному. Если х меньше 2, то модуль раскрывается как 2 минус х. А вот если х больше 2, то модуль раскрывается как х минус 2. Второе свойство гласит, что корень нечетной степени может быть как положительным, так и отрицательным. Например, корень пятой степени из 7 в пятой равен 7. А корень седьмой степени из минус 12 в седьмой степени равен минус 12. При этом, если мы рассматриваем алгебраические выражения, то кубический корень из минус 7 в кубе – это просто х минус 7. При этом х здесь может принимать любые значения. Третье свойство утверждает, что корень n степени из нуля равен нулю. И вот здесь важно, чтобы не возникала путаница. Когда мы говорим о рациональных показателях степеней, то мы, как правило, говорим о том, что основания не могут быть равны нулю. Но при этом извлечь корень с любым показателем из нуля мы можем. Результатом будет всегда 0. Четвертое свойство. Корень любой степени из единицы всегда равен единице. Пятое свойство мы уже с вами рассматривали. В данном случае мы можем только оговориться, что а здесь должно быть больше либо равно нулю. Ну а теперь, собственно, попробуем вывести другие свойства, которые характерны для корней. Шестое свойство.
Оно утверждает, что корень n степени из произведения равен произведению корней n степени из каждого сомножителя в отдельности. Так как в данном случае показатель корня может быть как четным, так и нечетным, то нам необходимо рассматривать положительные значения подкоренных выражений. И в этом случае мы можем использовать свойство степеней с рациональным показателем. То есть корень n степени из АБ можно представить как А умноженное на b, и все это возведенное в степень единица, поделенная на n. Используя свойства степеней, мы можем преобразовать это в произведение двух степеней. А затем возвращаем показатель степени единица, поделенная на n, в корень n степени. Исходное свойство можно доказать также, возводя обе части равенства в степень n. В левой части показатель степени и корня сокращаются. В правой части для начала показатель степени относят к каждому корню по отдельности, а затем избавляются от корней. Таким образом получают слева и справа одно и то же выражение а умноженное на b. Рассмотрим несколько примеров. Нам нужно найти произведение корня из 2 на корень из 8. Так как показатели корней одинаковы, мы можем внести их под один корень. Получаем корень из 16 и результат 4. В данном случае у нас кубические корни. Так как корни опять с одинаковым показателем, то мы можем найти произведение подкоренных выражений. И это 27, а кубический корень из 27 равен 3. В этом примере у нас корни пятой степени. Мы вносим подкоренные выражения под общий корень. Это x в кубе умноженное на x в квадрате. Так как основания одинаковые, показатели степеней можно сложить. Мы получаем корень пятой степени из x в пятой. И результат это просто x. Следующее свойство аналогично предыдущему. Только речь идет не о произведении, а о частном. И доказывается оно тоже аналогичным образом. Важно помнить, что а и b должны быть строго больше нуля. И так же, как в предыдущем случае, можно доказывать эту формулу возведением обеих частей равенства в n-ную степень. Рассмотрим несколько примеров. Нам нужно найти частное корень из 72, поделенное на корень из 2. Внесем все под общий корень. Поделив 72 на 2, получим 36. Квадратный корень из 36 равен 6. В следующем примере у нас также одинаковые показатели корней. Следовательно, все можно внести под единый корень. Это кубический корень из x в пятой, поделенное на x в квадрате. При делении одинаковых оснований показатели степеней вычитаются. Мы получили кубический корень из x в третьей. И результат x. Восьмое свойство утверждает, что любое число можно внести под корень, и для этого необходимо возвести его в степень корня. Рассмотрим доказательства этого свойства при положительных значениях а и b. Корень n степени из b можно представить как b в степени единицы, поделенная на n. А вот а в первой можно представить как дробь n, поделенная на n. Как результат мы получаем а в n степени, возведенное в степень единицы на n. Так как показатели степеней одинаковые, то мы можем перемножить основание. А в n умножается на b и возводится все в единую степень, единица, поделенная на n. В результате мы получаем корень n степени из а в n умноженное на b. Это свойство также доказывается с помощью возведения обеих частей равенства в n-ную степень. Восьмое свойство является одним из самых популярных. Мы его используем не только при внесении какого-то числа под корень, но чаще всего используем для упрощения корней. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, нас попросили внести под корень двойку. Так как это корень квадратный, то двойка при внесении под квадратный корень будет возводиться в квадрат. Мы получим 4 × 3, то есть корень из 12. В следующем примере у нас минус 3 корень из 7. Минус 3 мы не можем внести под квадратный корень. Поэтому под квадратный корень мы внесем только тройку. И так как корень был квадратный, то тройка возводится в квадрат. И результатом будет число минус корень из 63. А вот в следующем примере, так как у нас кубический корень, минус 2 можно внести под корень. И это будет минус 2 в кубе. В результате получаем минус 8 умноженное на 5. И это корень кубический из минус 40. Теперь рассмотрим более популярное использование данного свойства, а именно упрощение корней. В первом случае 12 мы можем представить как 4 × 3. Четверка является точным квадратом двойки, то есть это 2 в квадрате на 3. Так как показатель корня и степени совпадают, то результат это 2 корня из 3. Например, корень из 48 можно представить как 16 умноженное на 3. 16 в свою очередь является четверкой в квадрате, и результат это 4 корня из 3. Квадратный корень из 180 можем представить как 36 умноженное на 5. 36 это 6 в квадрате, и результат 6 корней из 5. Но упрощать можно не только квадратные корни. Например, кубический корень из минус 56 можно представить как минус 8 умноженное на 7. А минус 8 это минус 2 в кубе. И результат минус 2 умноженное на кубический корень из 7.
Также можно упрощать и алгебраические выражения. Например, корень четвертой степени из x в седьмой можно представить как корень четвертой степени из произведения x четвертой умноженное на x в кубе. После вынесения x четвертой из-под корня получаем x умноженное на корень четвертой степени из x в кубе. Девятое свойство. При извлечении корня из-под корня показатели корней перемножают. Если основание больше нуля, то данное выражение можно представить следующим образом. Как а в степени единица на n, возведенное в степень единица на m. При возведении степень в степень показатели степеней перемножают. То есть в нашем случае мы получили а в степени единица, поделенное на произведение nm. А записать это можно как корень с показателем степени n умноженное на m из а. Еще одним вариантом доказательства этого свойства является возведение обеих частей равенства в степень nm. Вот несколько практических примеров. Квадратный корень из кубического корня из 5. Это корень шестой степени из 5. В следующем примере. Два квадратных корня из 2. Это корень четвертой степени из 2. Два кубических корня из 2. Это корень девятой степени из 2. Корень кубический из корня квадратного от x. Это корень шестой степени из x. Еще одно очень важное свойство. Показатели корня и степени можно умножать или делить на одно и то же одинаковое число. Как вы понимаете, данный корень можно представить в виде рационального показателя степени m на n. А эта дробь является обыкновенной. А следовательно, числитель и знаменатель этой дроби можно умножать или делить на любое ненулевое число. Доказать эту формулу можно тоже, возводя обе части равенства в степень, равную nk. Ну и вот несколько примеров. Корень шестой степени из 8 можно представить как корень шестой степени из 2 в кубе. 6 и 3 мы можем сократить. В результате получим квадратный корень из 2. Например, корень шестой степени из 16 представим как корень шестой степени из 2 в четвертой степени. После сокращения получаем корень кубический из 2 в квадрате или корень кубический из 4. Нам нужно упростить выражение корень из 2 умноженное на кубический корень из 3. В данном случае показатели корней разные, и мы не можем вписать основание под единый корень. В данном случае используем наше свойство для того, чтобы получить одинаковые показатели корней. Наименьшим общим кратным чисел 2 и 3 является шестерка. Поэтому в первом случае мы представим квадратный корень из 2 как корень шестой степени из 2 в кубе. Это рациональный показатель 3 шестых. А кубический корень из 3 представим как корень шестой степени из 3 в квадрате. Это рациональный показатель степени 2 шестых. Так как у нас есть два одинаковых показателя корня, то мы можем вычислить корень шестой степени из их произведений. 2 в кубе это 8, 3 в квадрате это 9. И результат корень шестой степени из 72. Ну и последнее свойство – это свойство упрощения вложенных корней. На практике мы чаще всего в подобных примерах будем использовать метод выделения полных квадратов, с помощью которого, в частности, можно вывести и данную формулу, что вы можете попробовать сделать самостоятельно. В последнем разделе нашей видеолекции мы обязательно рассмотрим примеры с использованием данного свойства. Сравнение рациональных чисел. Это очень важный раздел арифметики рациональных чисел. Но прежде чем мы к нему перейдем, давайте рассмотрим несколько свойств. Если а больше b, при этом b больше либо равно нулю, то корень n степени из а всегда будет строго больше корня n степени из b. Например, корень из 3 всегда больше, чем корень из 2. Кубический корень из 7 всегда больше, чем кубический корень из 5. И так далее. Если а строго больше b, а b не отрицательное число, то мы можем однозначно утверждать, что сумма корней всегда будет больше либо равна корню из суммы данных чисел. Например, корень из 4 плюс корень из 9 будет больше, чем корень из 4 плюс 9. В левой части мы получаем 5, а в правой части корень из 13. Корень из 13 на самом деле меньше 4, поэтому естественно, что 5 больше, чем корень из 13. Может возникнуть вопрос, в каком случае сумма корней окажется равной корню из данной суммы. Это возможно, если одно из чисел равно нулю. Например, корень из 4 плюс корень из нуля. Это то же самое, что корень из 4 плюс 0. В обоих случаях мы получаем двойку. Если подкоренное число строго больше единицы, то корень n степени из этого числа тоже всегда больше единицы. Но при этом корень n степени из а всегда меньше, чем само число а. Например, корень из 4 больше, чем 1, но при этом корень из 4 всегда меньше, чем 4. Четвертое свойство. Если подкоренное число больше нуля, но меньше единицы, то корень n степени из этого числа тоже находится в интервале от 0 до единицы. И при этом корень n степени из а
всегда будет больше самого числа а. Например, кубический корень из 0,125 можно представить как 0,5 в кубе. Как видно, мы получаем ответ 0,5. Видно, что 0,5 точно больше, чем 0,125. Еще одним свойством мы будем использовать неравенство Каши. Это неравенство, которое устанавливает соответствие между среднеарифметическим и среднегеометрическим определенного набора чисел. Среднеарифметическое – это сумма чисел, поделенная на их количество. И математически это можно записать следующим образом. Сумма чисел А1, А2 и так далее, Ан, поделенная на их количество, то есть на n. Среднегеометрическое – это произведение чисел из-под корня их количества. То есть это корень n степени из произведения чисел А1, А2 и так далее до Ан. То есть это корень n степени из произведения n сомножителей. Так вот, неравенство Каши утверждает, что среднее арифметическое не меньше среднего геометрического данных чисел. При этом равенство будет выполняться только в том случае, если все данные числа равны между собой. В данном примере видно, что среднее геометрическое чисел 1, 2, 4 меньше, чем их среднее арифметическое. То есть в данном случае среднее геометрическое будет равно 2, а среднее арифметическое 2,1. Например, если у нас заданы два одинаковых числа, то их среднее геометрическое будет равно их среднему арифметическому. Данными свойствами мы будем пользоваться при сравнении рациональных чисел. Также важно помнить, что если мы сравниваем различные корни, то всегда необходимо стремиться к получению одинакового показателя корня. Например, если вы сравниваете корень четвертой степени из 5 и корень шестой степени из 11, то нужно получить одинаковый показатель корня. В данном случае это корень 12 степени из 5 в кубе и корень 12 степени из 11 в квадрате. В первом случае мы получаем корень 12 степени из 125, во втором случае корень 12 степени из 121. Видно, что первое число больше, чем второе. Не всегда такой подход является эффективным. И в последней части нашей видеолекции мы рассмотрим несколько подходов к разрешению этих проблем. Задача избавления от иррациональности в знаменателе является очень популярной, когда речь идет о корнях. Рассмотрим несколько методов, которые можно использовать в данном случае. Если в знаменателе нашей дроби выражение корень n степени из а в степени m, то нам необходимо умножить числитель и знаменатель на одно и то же выражение, а именно корень n степени из а в степени n минус m. То есть показатель степени представляет из себя разность между показателем корня и показателем степени. Например, нам нужно избавиться от иррациональности в знаменателе. В данном случае в знаменателе у нас кубический корень из 3. Разность показателя корня и показателя степени равна 2. Это 3 минус 1. Следовательно, мы можем умножить числитель и знаменатель на кубический корень из 3 в квадрате. Тогда в числителе мы получаем кубический корень из 9, а в знаменателе 3. Если в знаменателе у нас имеется выражение вида а корень из b плюс-минус c или а плюс-минус b корень из c, то числитель и знаменатель необходимо умножать на сопряженное выражение. То есть на такое выражение, которое бы нам давало в знаменателе формулу разность квадратов. Эту методику мы уже показывали в данной лекции. Например, нам необходимо избавиться от иррациональности в следующем примере. Единица, поделенная на корень из 3 плюс 1. Домножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение, то есть на то же самое, только со знаком минус. Это корень из 3 минус 1. Тогда в знаменателе мы получаем формулу разность квадратов, а это 3 минус 1. И итоговый результат корень из 3 минус 1, поделенное на 2. В следующем примере сделаем то же самое. Домножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение. В данном случае это 3 корня из 2 минус 4. В знаменателе мы получили разность квадратов. Это 3 в квадрате на корень из 2 в квадрате минус 4 в квадрате. Наш знаменатель это 18 минус 16, то есть 2. Тем самым мы добились того, что знаменатель стал рациональным числом. В данном случае умножим числитель и знаменатель на выражение корень из х минус 1. Получаем формулу разность квадратов в знаменателе, и ответ это корень из х минус 1, поделенное на х минус 1. Если в знаменателе у нас есть сумма или разности кубических корней, то для избавления от иррациональности мы используем сопряженные выражения, позволяющие получить либо сумму кубов, либо разность кубов. В данном случае в знаменателе кубический корень из 3 плюс 1. Для того, чтобы получить формулу суммы кубов, необходимо домножить числитель и знаменатель на неполный квадрат разности.
Тогда в знаменателе вы получаете 3 плюс 1 – 4. При разложении рациональных выражений на множители мы используем те же самые методы, что использовали ранее для разложения рациональных выражений. Однако имеется своя специфика, на которой мы и сделаем акцент в данном разделе. При вынесении общего множителя в иррациональных выражениях требуется приведение корней к одинаковому показателю корня. Например, в данном случае, прежде чем выносить общий множитель, необходимо привести корни к общему показателю. У нас есть квадратный корень и кубический. Показатели корней в данном случае 2 и 3. Наименьшее общее кратное этих чисел 6. То есть общим показателем корня будет корень из 6. В этом случае мы получаем следующую сумму. Корень шестой степени из х в третьей плюс корень шестой степени из х в квадрате. Теперь видно, что общим множителем является корень шестой степени из х в квадрате. Вынося его за знак скобки, получаем в скобках корень шестой степени из х плюс 1. Ну и по отношению к вынесенному корню мы можем произвести упрощение. То есть корень шестой степени из х в квадрате – это кубический корень из х. В следующем примере для начала нужно упростить второй корень. Х4 мы можем представить как х в кубе умноженное на х. И тогда х в кубе можно вынести из-под кубического корня. Теперь видно, что мы можем вынести х за знак скобки. Однако в скобках у нас все равно остались иксы. Поэтому для того, чтобы еще вынести общий множитель, необходимо привести эти корни к общему показателю. Наименьшее общее кратное для 4 и 3 это 12. Следовательно, у корней будет показатель степени равный 12. В первом случае мы получаем корень 12 степени из х в кубе, во втором случае корень 12 степени из х в четвертой степени. И тогда общий множитель это корень 12 степени из х в кубе, который мы также можем вынести за знак скобки. Здесь также мы можем сократить показатель корня и показатель степени. 12 и 3 можно поделить на 3. В результате мы получаем х умноженное на корень четвертой степени из х и умноженное на скобку 1 плюс корень 12 степени из х. В случае, когда у нас есть рациональное и иррациональное выражение, рациональное выражение необходимо также превратить в иррациональное. То есть в данном случае х в квадрате мы превратим корень квадратный из х в четвертой степени. В таком случае появляется возможность вынести общий множитель. И это корень из х. Тогда в скобках мы получаем квадратный корень из х в кубе плюс 1. Одна из особенностей использования формул сокращенного умножения для иррациональных выражений заключается в том, что даже рациональные выражения мы иногда можем преобразовывать в иррациональные. В данном случае у нас задано рациональное выражение x минус y. И никаких намеков на формулу сокращенного умножения в данном случае нет. Однако данное выражение можно раскладывать на множители с использованием формул сокращенного умножения, при этом делать это можно по-разному. Рассмотрим первый вариант. Превратим x в квадратный корень из х в квадрате, а y в квадратный корень из y в квадрате. В данном случае мы получили разность квадратов, которую можно раскрыть по формуле. И тогда мы получаем квадратный корень из х минус корень из y и квадратный корень из х плюс корень из y. Но данное выражение можно раскрыть и иначе. Например, представить x как кубический корень из х в кубе, а y как кубический корень из y в кубе. И в таком случае мы имеем формулу разность кубов, раскрытие которой вы видите на экране. Аналогичным способом мы можем поступать не только с разностью рациональных выражений, но и с суммой рациональных выражений. Например, x плюс y можно превратить в кубический корень из х в кубе плюс кубический корень из y в кубе. И в этом случае мы получили формулу сумма кубов. Аналогичную методику мы можем использовать не только для рациональных выражений, но для иррациональных выражений в том числе. Например, у нас задан квадратный корень из х минус корень из y. Мы можем изменить показатели корня и степени, превратив квадратный корень из х в корень четвертой степени из х в квадрате. И аналогичное проделать с корнем из y. В этом случае мы получаем с вами формулу разность квадратов, а именно две скобки. Корень четвертой степени из х минус корень четвертой степени из y, корень четвертой степени из х плюс корень четвертой степени из y. Если нам необходимо, то данное выражение мы можем разложить и в виде разности кубов. Для этого квадратные корни нужно превратить в корни шестой степени из х в кубе минус корень шестой степени из y в кубе. А далее можно разложить формулу разность кубов. Нередко возникает необходимость под корнями выделять полные квадраты для иррациональных выражений. Рассмотрим несколько примеров. Нам необходимо упростить выражение. Квадратный корень из х плюс 2 корня из х минус 1. Видно, что мы не можем вынести здесь никакого общего множителя. Более того, большинство абитуриентов вообще не понимают, что в данном случае можно сделать, как можно упростить данный корень. Как правило, в таких случаях советуют задуматься над тем, чтобы преобразовать подкоренное выражение в квадрат суммы или квадрат разности.
В данном случае мы можем преобразовать это выражение в квадрат суммы. Для этого поступим следующим образом. Прибавим и вычтем единицу под корнем. При этом выражение x минус 1 можно превратить в квадратный корень из x минус 1 в квадрате. Теперь мы получили под внешним квадратным корнем формулу сокращенного умножения. Квадрат суммы. В результате получаем итоговый ответ. Корень квадратный из x минус 1 плюс единица. Следующий пример. Нам необходимо разложить на множитель выражение квадратный корень из разности x минус y минус корень из x плюс корень из y. В данном случае мы можем поступить следующим образом. Внутри первого корня x и y мы превратим квадратные корни из x в квадрате и квадратный корень из y в квадрате. Тогда под квадратным корнем мы получаем формулу разность квадратов. А вот корень из x минус корень из y мы также можем занести под квадратный корень и возвести это выражение в квадрат. В таком случае у нас появляется возможность вынести общий множитель за скобку. И это квадратный корень из разности. Корень из x минус корень из y. В последнем теоретическом разделе этой лекции мы рассмотрим с вами свойства иррациональных чисел. Первое свойство. Сумма или разность иррационального и рационального чисел всегда является числом иррациональным. Дело в том, что иррациональное число – это число, являющееся бесконечной, десятичной, непериодической дробью. Если вы прибавите или вычтете из этого числа рациональное число, то оно не перестанет быть бесконечной, непериодической, десятичной дробью. Например, к иррациональному числу корень из 3 вы можете прибавить 2. Изменится только целая часть, но при этом непериодическая, бесконечная дробь останется. Аналогичная ситуация, если вы из корня из 3 вычитаете, например, единицу. Второе свойство. Сумма или разность двух иррациональных чисел может являться как числом рациональным, так и иррациональным. Например, мы ищем сумму двух иррациональных чисел. Корень из 3 плюс корень из 2. Результат будет также иррациональным. Однако, например, если мы берем два выражения рациональных, корень из 3 плюс 2, и вычитаем из него иррациональное выражение 3 плюс корень из 3, то в результате мы можем получить рациональное число, равное минус единице. Третье свойство. Произведение или частное иррационального и рационального чисел всегда является числом иррациональным. И причина здесь простая. Иррациональное число – это бесконечная, десятичная, непериодическая дробь. При умножении или делении ее на рациональное число она не перестанет быть таковой. Например, если вы умножаете корень из 3 на 2, это число по-прежнему будет оставаться иррациональным. Равно как если вы корень из 5 поделите на 2 или на 5, это число по-прежнему останется иррациональным. Четвертое свойство. Произведение или частное двух иррациональных чисел может быть как рациональным, так и иррациональным. Например, корень из 3 умножили на корень из 2, получили корень из 6, это число иррациональное. А если умножили корень из 8 на корень из 2, то получили корень из 16. Это 4, и результат рациональное число. При делении, например, поделили корень из 6 на корень из 2, получили корень из 3, и результат число иррациональное. Но если поделить, например, корень из 27 на корень из 3, то результат будет корень из 9, то есть 3. Число рациональное. Данный раздел посвящен разбору методов решения различных типовых задач, связанных с иррациональными выражениями. Вычислите значение выражения. Корень четвертой степени из минус 8 в четвертой степени, умноженное на кубический корень из 27. Так как мы работаем с арифметическим корнем, то корень четвертой степени из минус 8 в четвертой степени будет равен модулю от минус 8, а это число 8. Кубический корень из 27. Для начала найдем точный куб для числа 27. Это 3 в кубе. Следовательно, кубический корень из 27 равен 3. Ну и так как нам необходимо было найти произведение, то 3 × 8 это 24. Нужно упростить выражение. Корень из 45 плюс 2 корня из 24 минус корень из 20 минус 4 корня из 6. Число 45 мы можем представить как 9/5, где девятка это точный квадрат тройки. 24 можно представить как 6/4, где четверка это точный квадрат числа 2. Аналогично можно поступить с числом 20. Это 4 × 5, где четверка это точный квадрат двойки. Тогда после упрощения мы получаем следующее выражение. 3 корня из 5 плюс 4 корня из 6 минус 2 корня из 5 минус 4 корня из 6. 4 корня из 6 можно сократить, а 3 корня из 5 минус 2 корня из 5 дает нам результат корень из 5. Требуется упростить выражение. Кубический корень из 3, под которым находится корень из 4,
минус квадратный корень из 2, под которым также находится кубический корень из 3. В первом выражении внесем тройку под квадратный корень, во втором выражении внесем двойку под кубический корень. Для этого тройка возводится в квадрат, а двойка в куб. Далее получаем 3 в квадрате 9, 9 и 4 36, 2 в кубе 8, трижды 8 24. При извлечении корня из корня показатели корней перемножаются. Мы получаем с вами корень шестой степени из 36 минус корень шестой степени из 24. Нас просят упростить выражение. Для того, чтобы это сделать, необходимо разложить на множители числа, находящиеся под корнем. Мы можем поступить следующим образом. Разложим на множители число 256. Последовательным делением на 2 мы придем к выражению 2 в 8 степени. Разложим на множители 54. Сначала поделим на 2, получим 27, затем трижды поделим на 3. Таким образом, в первом корне у нас находится 2 в 8, умноженное на 2 в первой и на 3 в кубе. При умножении одинаковых оснований показатели степеней складывают. Таким образом, мы получаем 2 в 9, умноженное на 3 в кубе. То есть это кубический корень из 2 в 9, умноженное на кубический корень из 3 в кубе. Мы помним, что можем сокращать показатель степени и показатель корня. Поэтому кубический корень из 2 в 9 это просто 2 в кубе. Ну а кубический корень из 3 в кубе это 3. Таким образом, значение первого корня это 24. Теперь разложим на множители произведения 81 и 96. 81 делением на 3 дает нам 3 в четвертой степени. 96 делением на 2 даст нам 2 в пятой. И останется тройка. То есть это 2 в пятой умноженное на 3. Вновь при умножении одинаковых оснований показатели степеней будут складываться. То есть 3 в четвертой умноженное на 3 в первой дает 3 в пятой. Таким образом мы имеем корень пятой степени из 3 в пятой и корень пятой степени из 2 в пятой. А это означает, что мы получили произведение трижды 2, то есть 6. Таким образом результат 30. Требуется упростить выражение. В данном примере все показатели корней совпадают, поэтому мы можем все записать под одним единым корнем. Тогда внутри мы имеем дробь 18 умноженное на 16 и поделенное на 9. Мы можем сократить с вами 18 и 9. Останется 2. 16 можно представить как 2 в четвертой степени. 2 умноженное на 2 в четвертой дает нам 2 в пятой степени. И так как у нас был корень пятой степени, то результатом будет число 2. Упростите выражение 2 корня из 7, все возведенное в квадрат и поделенное на 14. Когда мы возводим произведение в квадрат, это означает, что мы возводим в квадрат каждый сомножитель этого произведения. То есть 2 в квадрате это 4, корень из 7 в квадрате это 7. Таким образом в числителе у нас 28, в знаменателе 14. Результат будет 2. При упрощении данного примера необходимо обратить смешанные дроби в неправильные. Также выражение за скобками можно перевернуть, превратив деление в умножение. 3,6 представляет из себя 27 седьмых. 1,5 седьмых это 12 седьмых. Выражение за скобками мы перевернули, получили 28 третьих. Теперь наиболее оптимальным является раскрытие скобок. Перемножим полученные выражения. Корень из 27 на 7 умножаем на корень из 28 на 3. Минус корень из 12 седьмых также умножаем на корень из 28 третьих. Так как показатели корней совпадают, то при умножении мы можем внести данные сомножители под единый корень. Тогда в первом случае мы получаем 27 умноженное на 28, поделенное на 7 и на 3. Сократим 28 и 7 и 27 и 3. В результате получим корень из 36, а это 6. Во втором случае мы умножаем 12 на 28, делим на 7, умноженное на 3. Также сократим 28 и 7, 12 и 3. И получим корень из 16, а это число 4. Таким образом наша разность равна 2. В данном примере у нас имеются квадратные корни. Так как показатели корней совпадают, мы внесем все числа под единый корень. И получим под корнем следующую дробь. 124 умноженное на 12,4 поделенное на 0,124 тысячных и на 1,24. При делении десятичных дробей мы можем перенести запятые слева направо до того момента, пока все числа не превратятся в целые. В знаменателе сместим запятую на 5 разрядов слева направо. То же самое сделаем в числителе. Однако в числителе у нас появляется 4 пустых разряда. После сокращения 124 в числителе и в знаменателе у нас остается под корнем квадратным 10 тысяч. 10 тысяч это 100 в квадрате. Следовательно, результат это 100. При упрощении данного примера обратим десятичные дроби в обыкновенные. 0,4 запишем как 4 поделенное на 10, 2,5 представим как 25 десятых,
6,4 представим как 64 десятых. Теперь мы можем квадратный корень из 4 десятых представить в виде частного двух корней. Корня из 4, поделенного на корень из 10. Аналогично поступим с двумя другими выражениями. В данном случае мы получили с вами общий знаменатель. Корень из 10. Ну а числители представляют из себя числа 2, 5 и 8. 2 минус 5 дает нам минус 3. Минус 3 плюс 8 дает нам 5. Таким образом мы получили 5, поделенное на корень из 10. Далее это избавление от иррациональности в знаменателе. Для этого необходимо домножить числитель и знаменатель на корень из 10. Мы получаем 5 корней из 10, поделенное на 10. После сокращения получаем корень из 10, поделенный пополам. В этом примере необходимо избавиться от иррациональности в знаменателе. Домножим числитель и знаменатель на сопряженные выражения. На корень из 5 плюс корень из 2. В этом случае в знаменателе мы получили разность квадратов, и она представлена в виде 5 минус 2. Далее мы можем сократить тройку в числителе и в знаменателе. И тогда получаем итоговый результат корень из 5 плюс корень из 2. При избавлении от иррациональности в данном случае домножим числитель и знаменатель на корень в пятой степени из 5 в кубе. Так как при умножении 5 в квадрате на 5 в кубе мы получим 5 в пятой степени. А следовательно знаменатель обратится просто в 5. И тогда итоговый ответ это корень пятой степени из 125. И в этом примере нас также просят избавиться от иррациональности в знаменателе. Однако в знаменателе мы имеем разность кубических корней. И для того, чтобы избавиться от кубических корней, нам необходимо будет домножить числитель и знаменатель данной дроби на неполный квадрат суммы, связанной с кубическими корнями. А именно, домножим на выражение вида кубический корень из 7 в квадрате плюс кубический корень из 7 умноженный на кубический корень из 3 и плюс кубический корень из 3 в квадрате. В этом случае мы получим в знаменателе формулу разность кубов. Именно эта формула позволит нам избавиться от кубического корня у семерки и у тройки. Таким образом в знаменателе мы получаем разность 7 минус 3 это 4. Нам предлагается вычислить значение выражения. Наиболее оптимальным является избавление от иррациональности в знаменателях. Во всех трех случаях мы будем домножать знаменатели и числители на сопряженные выражения. В первом случае домножим дробь на 5 плюс корень из 7, во втором случае на 7 минус корень из 5, в третьем случае на корень из 7 минус корень из 5. Тогда во всех трех знаменателях мы получим с вами разности квадратов. В первом случае это 25 минус 7, во втором случае 49 минус 5, в третьем случае 7 минус 5. Теперь у нас появляется возможность сократить числители и знаменатели этих дробей. В первом случае сокращается 18, во втором случае 44, в третьем случае сокращаем двойки. И далее достаточно просто привести подобное. Мы можем с вами сократить корни из 7 и корни из 5. И остается 5 плюс 7, результат 12. Нас просят упростить выражение. Под первыми двумя корнями находятся выражения, которые возведены в квадрат. Нам необходимо помнить, что в этом случае результатом будет модуль от подкоренного выражения. То есть в первом случае мы получаем модуль от π пополам минус корень из 3, во втором случае модуль π на 3 минус корень из 2. Для того, чтобы мы могли правильно раскрыть модуль, нам необходимо определить знак выражения под модулем. Число π примерно равно 3,14. Если мы делим это число пополам, то получаем примерно 1,5. При этом корень из 3 примерно равен 1,7. В этом случае мы получаем, что данная разность является отрицательной, а модуль есть число положительное. Следовательно, при раскрытии модуля мы поменяем местами корень из 3 и π пополам. В таком случае получим корень из 3 минус π пополам. Теперь рассмотрим второе подмодульное выражение. Число π это примерно 3,14. Если мы его делим на 3, то результат это примерно единица, в то время как корень из 2 это примерно 1,4. Таким образом, разность также является отрицательной. И так же, как и в предыдущем случае, нам необходимо при раскрытии модуля поменять местами корень из 2 и π на 3. После преобразования получаем следующее выражение. Корень из 3 минус π пополам, плюс корень из 2 минус π на 3, минус корень из 3 и минус корень из 2. Корни из 3 и корни из 2 сокращаются, а π пополам и π на 3 мы приведем к общему знаменателю. В результате получим ответ минус 5π поделенное на 6. Следующий блок заданий посвящен сравнению рациональных чисел. В данном примере нас просят расположить числа в порядке возрастания. Наиболее оптимальным является приведение корней к единому показателю. В данном случае у нас квадратный корень, кубический корень и корень четвертой степени. Наименьшим общим кратным этих чисел является число 12.
Число а мы можем представить как корень 12 степени из единицы. В случае квадратного корня из 2 мы запишем корень 12 степени из 2 в шестой степени. Кубический корень из 3 представим как корень 12 степени из 3 в четвертой, а корень 4 степени из 4 запишем как корень 12 степени из 4 в кубе. После возведения в степень мы получаем корень 12 степени из единицы, корень 12 степени из 64, корень 12 степени из 81 и корень 12 степени из 64. В данном случае наименьшим числом является число а. Числа b и d равны между собой, и они больше, чем число а. Но и самым большим числом является число c. Следующий пример на сравнение. Нам необходимо сравнить число а и число b, которые представлены в виде суммы двух корней. В данном случае неэффективным будет попытка примерно вычислить значение каждого из корней. Дело в том, что отличия между ними небольшие, и поэтому мы потратим достаточно много времени на то, чтобы определить, в каком случае происходит существенное различие между этими числами. При этом мы можем попробовать с вами сравнить не сами числа, а, например, квадраты этих чисел. Если возведем число а в квадрат, то нам необходимо будет раскрыть формулу квадрат суммы. После приведения подобных мы получим с вами выражение 2406 плюс 2 умноженное на корень из 1 447 205. При возведении числа b в квадрат мы раскрываем формулу квадрата суммы, и первым слагаемым будет также 2406. А вот удвоенное произведение равно 2 умноженное на корень из 1 447 208. Так как первые слагаемые у квадратов совпадают, то отличие видно только во втором слагаемом. И во втором слагаемом видно, что b в квадрате больше, чем а в квадрате. А следовательно, исходные числа а и b находятся в соотношении а меньше, чем b. В данном случае мы имеем два иррациональных числа, каждый из которых представляет из себя разность. Более оптимальным является умножение и деление на сопряженное выражение. В случае числа а мы получаем в числителе разность квадратов, а в знаменателе сумму двух корней. После упрощения мы получаем выражение 3 поделенное на сумму двух корней. Аналогичные действия мы можем произвести с вами со вторым числом. Также умножим и разделим на сопряженное выражение. После упрощения мы получаем одинаковый числитель, то есть тройку, и сумму двух корней в знаменателе. Можно обратить внимание на те корни, которые мы имеем в данном случае в знаменателе. Корень из 1205 явно больше, чем корень из 1204. В свою очередь, корень из 1202 точно больше, чем корень из 1201. Следовательно, сумма двух корней в числе а больше, чем в числе b. Следовательно, знаменатель числа а больше, чем у числа b. Далее действует правило. Чем больше знаменатель, тем меньше само число. Следовательно, число а меньше, чем число b. Нам предлагается сравнить два числа. Число а это 3 в степени корень из 3, число b это 4 в степени корень из 2. Наиболее оптимальным является возведение обоих чисел в степень, равную корню из 2. В этом случае мы получаем число а 3 в степени корень из 6, число b 4 в степени 2. Ну а 4 в квадрате это число 16. А вот далее мы рассмотрим особый метод. Дело в том, что в данном случае нам придется округлять значение корня из 6. Поэтому мы используем следующий метод. Для начала нам нужно предложить оценку, какое из двух данных чисел больше. Далее большее число мы можем округлять в меньшую сторону, а меньшее число в большую сторону. В данном случае в качестве предположения мы скажем, что 3 в степени корень из 6 меньше, чем число 16. Теперь давайте меньшее число попробуем увеличить. Для этого корень из 6 мы можем представить как корень из 6,25. При этом 6,25 представляет из себя дробь 25 четвертых. Извлекая квадратный корень, мы получаем 5 вторых. Таким образом мы имеем 3 в степени 2,5 и число 16. Далее достаточно возвести оба числа в квадрат. В этом случае первое число это 3 в пятой степени, а второе число это 16 в квадрате. 3 в пятой степени равно 243, 16 в квадрате это 256. Видно, что первое число по-прежнему меньше, чем второе. И это несмотря на то, что мы это число округляли в большую сторону. Следовательно, и исходные числа также находятся в таком же отношении. То есть первое число меньше, чем второе. Нам предлагают упростить выражение. Квадратный корень из 9 плюс 4 корня из 5. Как мы говорили в теоретической части, можно использовать соответствующие формулы. Однако мы покажем способ, с помощью которого можно, не используя формулы, упрощать такого типа корни. Метод, которым мы будем пользоваться, называется методом выделения полных квадратов. Логично предположить, что упростить это выражение мы можем только в том случае, если под корнем получим либо квадрат суммы, либо квадрат разности.
Поэтому в данном случае задача сводится к следующему. Нам необходимо найти слагаемые в квадрате суммы. Видно, что сумма квадратов а квадрат плюс b квадрат должна быть равна 9. А вот удвоенное произведение 2ab должна быть равна 4 корням из 5. Если мы сократим двойку и четверку, то наше произведение имеет вид 2 корня из 5. Теперь нам необходимо выбрать значение а и b в этом произведении так, чтобы сумма квадратов была равна 9. Очевидным является, что а должно быть равно 2, а b корню из 5. Тогда их квадраты дадут 4 и 5, а сумма будет равна 9. Следовательно, выражение под корнем представляет из себя формулу сокращенного умножения. Квадрат суммы. А именно, это 2 плюс корень из 5, возведенное в квадрат. И результатом является 2 плюс корень из 5. В данном случае мы поступим аналогично тому, как мы действовали в предыдущем случае. Нам необходимо найти формулу квадрата разности. Сумма квадратов при этом будет равна 7, а удвоенное произведение а на b будет равно 4 корня из 3. После сокращения мы получаем, что произведение АБ должно быть равно 2 корням из 3. Для того, чтобы сумма квадратов была равна 7, необходимо, чтобы одно из чисел было равно 2, а другое корню из 3. Квадрат двойки дает нам 4, квадрат корня из 3 дает нам 3, а сумма 4 плюс 3 дает нам 7. Следовательно, под корнем находится формула квадрат разности. Это 2 минус корень из 3. В результате мы получаем модуль 2 минус корень из 3. Для того, чтобы правильно раскрыть модуль, необходимо определить, какой из чисел больше. Корень из 3 это примерно 1,7, следовательно, корень из 3 меньше, чем корень из 2. Поэтому итоговый результат это 2 минус корень из 3. Именно это число будет больше нуля. А вот в данном примере у нас могут возникнуть сложности. Дело в том, что если написать, что удвоенное произведение равно корню из 5, то произведение этих чисел будет равно дроби корень из 5, поделенное на 2. В этом случае выделять полные квадраты будет достаточно сложно. Ввиду этого наиболее оптимальным является умножение и деление этого выражения на 2. Тогда в числителе мы получаем 6 минус 2 корня из 5. И все это поделенное на 2. Теперь выделим полный квадрат разности в числителе. Произведение АБ равно корню из 5, а сумма квадратов равна 6. Возможно, это в следующем случае, если одно из чисел равно корню из 5, а другое единица. Таким образом, в числителе мы имеем квадрат разности корень из 5 минус 1. После извлечения корня мы получаем модуль корень из 5 минус 1, поделенное на корень из 2. Так как корень это абсолютное значение числа, то положительный результат мы получим в случае, если раскроем модуль как корень из 5 минус 1, так как корень из 5 больше, чем единица. Ну и в данном случае мы можем также воспользоваться методикой избавления от иррациональности в знаменателе. Домножив числитель и знаменатель на корень из 2. Тогда в числителе мы получаем корень из 10 минус корень из 2 и поделенное это все на 2. Нам необходимо упростить выражение. В этом случае наиболее простым способом является представление кубического корня в виде дроби 1/3. Тогда при возведении степень в степень показатели степеней мы перемножим. То есть мы умножим 1/3 на 6. В результате получаем в скобках 7а в квадрате, возведенное в квадрат. Когда мы возводим произведение в квадрат, мы возводим каждый сомножитель в квадрат по отдельности. 7 в квадрате 49, а в квадрате возводится в квадрат, мы получаем а в 4 степени. Таким образом, у нас появляется возможность сократить числитель и знаменатель, и результат будет 49. В данном примере мы можем поступить аналогичным образом. Корень квадратный, который находится в знаменателе, мы можем представить в виде показателя степени 1/2. Тогда в знаменателе у нас есть произведение а в кубе, умноженное на а в степени 0,5. Если мы ищем произведение двух одинаковых оснований, то показатели степеней складывают. В итоге мы получаем, что в знаменателе у нас а в степени 3,5. При этом в числителе мы имеем произведение 4 умноженное на а, возведенное в степень 3,5. Представим это в виде произведения двух степеней. 4 в степени 3,5 и а в степени 3,5. А в степени 3,5 можно сократить в числителе и в знаменателе. И теперь наша задача заключается в том, чтобы определить значение четверки, возведенной в степень 3,5. Представим четверку как 2 в квадрате. Используя свойство возведения степень в степень, мы получаем двойку в седьмой степени, а 2 в седьмой степени равно 128. В данном примере сначала возведем в квадрат выражение корень из 5 умноженное на b. Получим 5b в квадрате. Далее оптимально представить корень пятой степени из b в кубе в качестве b в степени 3/5. При этом 3/5 можно обратить в десятичную дробь 0,6. При умножении одинаковых оснований показатели степеней складывают. То есть в числителе мы получили b в степени 2,6. В результате мы можем сократить b в степени 2,6 в числителе и в знаменателе. И ответом будет число 5.
При упрощении данного выражения у нас есть два варианта решения. Первый вариант мы можем с вами представить во второй дроби а в качестве корня из а в квадрате. Далее сократить корень из а в числителе и корень из а в знаменателе. Тогда вторая дробь будет иметь вид 3 поделенное на корень из а. В этом случае мы имеем с вами разность двух дробей с одинаковым знаменателем. В результате получаем 7 корней из а, поделенное на корень из а. И ответом является число 7. Второй вариант решения. Мы можем домножить числитель и знаменатель первой дроби на корень из а, для того, чтобы получить общий знаменатель равный а. Тогда после раскрытия скобок в числителе мы получаем 7а плюс 3 минус 3. После приведения подобных мы получили дробь 7а, поделенная на а. И результат также равен 7. В данном примере воспользуемся свойством. При извлечении корня из корня показатели корней перемножаются. В первом случае мы перемножаем 5 на 16, получаем корень 80 степени. Во втором случае перемножаем 4 и 20, также получаем корень 80 степени. И в знаменателе нам необходимо перемножить 10 на 8, и это также корень 80 степени из b. Таким образом, в числителе мы имеем разность 17 корней 80 степени из b минус 8 корней 80 степени из b. Результат это 9 корней 80 степени из b. Далее мы можем сократить корни и поделить 9 на 3. И тогда ответ это 3. Нам предлагают упростить выражение. При этом особое внимание нужно уделить тому, что нам оговаривают, что число b меньше либо равно 13. Начнем мы с того, что выделим полный квадрат под корнем. Для этого 26 представим как 2 умноженное на 13, а 169 как 13 в квадрате. В этом случае мы имеем формулу квадрат разности. Это b минус 13, возведенное в квадрат. При извлечении корня мы получаем с вами выражение b плюс модуль b минус 13. И вот в данном случае необходимо вернуться к условию, которое было оговорено в задаче, что число b меньше 13. В таком случае при раскрытии модуля мы не можем записать, что результатом будет b минус 13, так как полученное число будет отрицательным, ибо уменьшаемое станет меньше, чем вычитаемое. Поэтому результатом должен быть ответ 13 минус b. Далее, после приведения подобных, мы получаем ответ равный 13. Этот пример аналогичен предыдущему, только в данном случае нам говорится о том, что b принадлежит некому интервалу от 5 до 10. Мы поступим так же, как и в предыдущем случае. Выделим полные квадраты под каждым из корней. В первом случае у нас квадрат разности b минус 5 в квадрате. Во втором случае у нас квадрат разности b минус 10 в квадрате. В результате мы получаем сумму двух модулей. Модуль b минус 5 и модуль b минус 10. Для правильного раскрытия модуля необходимо определить знак подмодульных выражений. Так как b больше 5, но меньше 10, то первое подмодульное выражение положительное, а второе отрицательное. Следовательно, во втором подмодульном выражении мы можем поменять местами 10 и b. Таким образом получаем выражение b минус 5 плюс 10 минус b. После приведения подобных получаем результат равный 5. Нам предлагаются 4 равенства, и нам необходимо определить, какое из этих равенств является верным. При этом оговаривается, что а и b числа положительные, а число c отрицательное. Первое равенство является несправедливым, ввиду того, что в правой части мы имеем произведение трех чисел, одно из которых является отрицательным. И следовательно, все это произведение будет отрицательным, а корень четной степени не может быть равен отрицательному числу. Во втором случае число а у нас положительное, модуль числа b также число положительное, а вот c отрицательное число. И произведение чисел справа также является отрицательным. Следовательно, данное равенство также является несправедливым. Аналогичная ситуация в третьем равенстве. У нас присутствует модуль а, при этом с учетом, что число c отрицательное, данное произведение по-прежнему будет отрицательным. И вот только в четвертом случае мы имеем с вами модуль числа c. А это означает, что произведение трех данных чисел будет положительным. Нас просят упростить выражение. Для начала представим разность а минус b во второй дроби в качестве формулы разность квадратов. А именно, это корень из а в квадрате минус корень из b в квадрате. Раскрыв формулу, мы получаем произведение корень из а минус корень из b, корень из а плюс корень из b. Теперь упростим выражение, находящееся за скобками. Для этого выражение в числителе представим в виде квадрата разности. Это корень из а минус корень из b, возведенное в квадрат. Теперь мы можем с вами привести к общему знаменателю две дроби. При этом выражение корень из а минус корень из b будет дополнительным множителем для первой дроби. Далее мы можем сократить выражение корень из а минус корень из b. После приведения подобных мы получаем с вами минус 2 корня из b в числителе
Далее мы можем сократить выражение 2 корня из b. В результате получим дробь минус корень из a минус корень из b, поделенное на корень из a плюс корень из b. Минус перед дробью можно внести в числитель. Таким образом выражение приобретет следующий вид. Корень из b минус корень из a, поделенное на корень из a плюс корень из b. Как правило, в подобных задачах также могут просить избавиться от иррациональности в знаменателе. И в этом случае нам просто необходимо домножить числитель и знаменатель на сопряженное для знаменателя выражение. То есть на корень из a минус корень из b. Нам необходимо упростить выражение. Как правило, абитуриенты пытаются привести две дроби в скобках к общему знаменателю. И такие действия приводят в тупик, так как выражение в числителе не будет раскладываться на множитель. Обычно, попадая в такую ситуацию, всегда предлагается поступить следующим образом. Попробовать избавиться от иррациональности в знаменателе. В данном случае мы сделаем это по отношению к двум дробям в скобках. Первую дробь домножим на сопряженное выражение корень из a плюс 1 минус корень из a, а вторую дробь на сопряженное выражение корень из a плюс корень из a минус 1. В результате знаменатели первой и второй дроби окажутся равными единице. И после приведения подобных мы получаем выражение корень из a плюс 1 плюс корень из a минус 1. Две скобки являются сопряженными, следовательно, это разность квадратов. После раскрытия этой формулы мы получаем выражение a плюс 1 минус a плюс 1, и результатом является число 2. При упрощении данного выражения наиболее оптимальным является упрощение каждой дроби в отдельности. В знаменателе первой дроби нам необходимо избавиться от отрицательного показателя степени. В таком случае мы получим x в степени 2/3 минус 2 поделенное на x в степени 1/3. Приведем данное выражение к общему знаменателю, и тогда в числителе мы получим x минус 2. Далее разделим 3 в степени x в степени минус 1/3 на полученную дробь. В результате при умножении x в степени минус 1/3 на x в степени 1/3 мы получаем x в нулевой степени. Таким образом, первая дробь представляет из себя 3 поделенное на x минус 2. При упрощении второй дроби в знаменателе вынесем общий множитель. Это x в степени 1/3. В результате в скобках мы получаем x минус 1. А x в степени 1/3 можно сократить в числителе и в знаменателе. Далее приведем обе дроби к общему знаменателю. Таковым будет произведение x минус 2 умноженное на x минус 1. После приведения подобных в числителе получаем дробь 2x минус 1 поделенное на x минус 2 и x минус 1. Так как все это выражение находилось в степени минус 1, то перевернем первую и вторую дроби. Далее мы можем минус перед второй дробью внести в знаменатель. И тогда получим общий знаменатель 2x минус 1. После приведения подобных в числителе получаем итоговый ответ x квадрат поделенное на 2x минус 1. В данном примере в обоих дробях вынесем общий множитель за знак скобки. В первом случае мы можем вынести за скобки корень из x. Тогда в скобках останется x плюс корень из x плюс 1. Вторую дробь можно перевернуть и также вынести общий множитель. При этом предварительно x в квадрате мы можем представить как корень квадратный из x в четвертой степени. После вынесения корня из x мы получаем выражение 1 минус корень из x, возведенное в куб. Данное выражение является формулой разность кубов. После ее раскрытия мы видим, что у нас есть неполный квадрат суммы в числителе и в знаменателе, который мы можем сократить. А оставшиеся две скобки в числителе представляют из себя формулу разность квадратов, а это 1 минус x. Ну и после сокращения иксов мы получаем итоговый результат равный единице.